Всем привет! Сегодня я буду готовить очень вкусный торт «Красный бархат». Вот что мне для этого потребуется. 330 грамм муки, 300 грамм сахара, 150 грамм сливочного масла, 150 миллилитров растительного масла, 3 яйца, 270 миллилитров пахты или кефира. Традиционный красный бархат готовится на пахте. Я сегодня заменила на кефир. Дальше 2 чайные ложки красного гелевого красителя, 1 столовая ложка какао, 1 чайная ложка разрыхлителя, 1 чайная ложка соды и 1/4 даже чайной ложки соли. Можно добавить еще ванильный сахар по желанию. Сначала я смешаю сухие ингредиенты. К муке добавляю соду, какао и разрыхлитель и соль. И хорошо перемешиваю. Далее в чаше миксера соединяю сливочное масло комнатной температуры, сахар и буду взбивать на больших оборотах миксера примерно 5 минут, чтобы масса вся побелела и стала пышной. И сахар. У меня прошло 5 минут. Теперь я буду добавлять по одному яйца. И каждый раз, каждое яйцо буду взбивать миксером ровно по 2 минуты. На этом этапе можно добавить ванильный сахар или ванильный экстракт. Не забываем собирать масло со стенок чаши. Посмотрите, какая должна быть масса. Она должна белая быть и очень воздушная. Далее в пахту или кефир добавляем красный гелевый краситель. Далее мы будем в наше взбитое масло с сахаром добавлять продукты. Будем чередовать сухие ингредиенты с жидкими. К нашему маслу сейчас добавляю растительное масло. Сейчас я перемешаю миксером. И теперь добавляю муку. То есть сухие ингредиенты. Муку, какао, разрыхлитель, сода. 1/3 добавила. И перемешиваю миксером.
Посмотрите, друзья, тесто должно быть красного цвета, не розового, не бледно-красного, а именно такого бордово-красного цвета. Только в этом случае наш бисквит получится именно такой, как нам нужно, красный бархат, красный. Форма у меня диаметром 20 сантиметров. Выкладываю тесто. Разравниваю лопаткой. Духовой шкаф я, как всегда, разогрела сначала до температуры 200 градусов, сейчас снизила до температуры 180 градусов, и при этой температуре буду выпекать бисквит. Время выпечки смотрите сами, до сухой шпажки, примерно 35, 40, 45 минут. У каждого разная духовка. А где бисквит? Я что, опоздал? Ну что, друзья, бисквит у меня испекся. Конечно, можно было поделить на две формы, но у меня одна форма, и я не хотела уже тратить время, я, так сказать, сэкономила. Посмотрите. Когда этот бисквит должен отдохнуть, я его заверну в пищевую пленку, он уже немножечко у меня подостыл, я его заверну в пищевую пленку и отправлю на несколько часов в холодильник. Ну, вообще у меня опять, как всегда, глубокая ночь, я уже буду завтра, то есть это часов через 5, через 6, я буду срежу вот эту вот верхнюю шапочку, вот эту всю некрасивую, и оставлю ровный красивый бисквит. И дальше буду собирать торт. Посмотрите, друзья, какая красота. Пышный, прекрасный. Кстати, такой бисквит вообще не нужно пропитывать. Он прекрасный, сочный. Он супер потрясающий. Чтобы было мне удобнее разрезать, чтобы он все-таки еще больше влага в нем равномерно распределилась, я все-таки его заворачиваю в пищевую пленку. Очень аккуратно, потому что он очень мягкий. И отправлю в холодильник. Все, я в пленку завернула. Кстати, вес такого бисквита, друзья, 1 килограмм 200 грамм. Довольно такой серьезный будет у нас торт. Итак, друзья, у меня прошла ночь. Мой бисквит идеально настоялся, напитался влаги, хотя он и так очень сочный и влажный. Все, я его сейчас буду разрезать на 3 части. Срежу верхнюю шапочку. И буду делать крем. Кстати, друзья, торт получается очень сочным и влажным. Я хочу сказать о составе торта. То есть, да, масла здесь много, это без сомнения. И оно вызывает некоторые пререкания насчет этого торта. Что я хочу сказать? Во-первых, оно не ощущается по запаху или на вкус. Во-вторых, тортик абсолютно не кажется жирным в итоге. А тесто при этом получает неповторимую такую, знаете, нежность и сочность. Да, он не диетичен. И вряд ли можно назвать его образцом разумной калорийности. Но тут я совершенно не пойму, почему тогда нету нападок на классический, например, Наполеон, там, где много масла в тесте, или на какие-нибудь меренги, зефир, маршмеллоу. Тоже они состоят из сплошного сахара и так далее и тому подобное. Так что, друзья мои, расслабьтесь и позвольте себе изредка насладиться таким прекрасным тортом и чем-то, на что, возможно, давно уже заглядывались. Потом, краситель. Самый часто используемый краситель, конечно же, здесь Америколор. У меня, к сожалению, это был не Америколор, но я о нем мечтаю и обязательно, как только его куплю, хочу снять с ним видео. Там на Америколор идет номер 119. Получается в количестве где-то 2 чайные ложки на весь объем торта. Тогда торт вообще будет краснючий. И вот, об этом еще активнее люди идут, обсуждают, осуждают этот торт, ведутся дебаты. Но я хочу сказать, что, да, я не сторонник того, чтобы, знаете, как зеленые сырники, голубые, розовые бисквиты, розовое пюре, но когда, понимаете, так красиво и при этом так вкусно, и давно уже хочется попробовать хотя бы раз в год, почему нет? Особенно если вы, знаете, предполагаете не увлекаться одним и тем же тортом каждые выходные, и на худой конец можно сделать и без красителя совсем.
Так что насчет содержания какао коржи будут легкого шоколадного оттенка. Друзья, так что не переживайте, смело делайте этот торт на любой праздник. Еще я хочу сказать, знаете что, в торт классический, это более у меня сейчас классический вариант бисквита, но от крема я немножко отойду и сделаю, в крем идет масло. Но я, друзья, все-таки не хочу давать в торт масло, добавлять, а сделаю с крем-чизом и сливками, то есть сделаю более его легким вариантом. Так что на любой Новый год, на любой праздник, я думаю, этот замечательный, превосходный торт самое то. Режется хорошо, струна идет вообще замечательно. Ой, какие коржи, вы посмотрите, друзья. Ой, ну супер, влажные, прекрасные. Так я еще один сделаю и шапочку срежу. Итак, друзья, для крема я беру охлажденные сливки 33%, 180 грамм. И буду взбивать практически до плотного состояния. То есть, где надо еще чуть-чуть взбить, я буду уже перекращу, потому что мне еще нужно добавить туда сахарную пудру и крем-чиз. То есть, в этот торт я взяла крем-чиз, то есть, либо сыр Филадельфия, либо крем-чиз. В общем, друзья, мои сливки практически уже отлично взбиты. Дальше я добавляю к ним 70 грамм сахарной пудры. Вы смотрите, если вы сладкие прям любите, можете добавить 80 грамм. Пудру я все равно на всякий случай просеиваю через ситечко, чтобы не было ни одного комочка. Есть. Так, и я беру вот такой вот крем-чиз. То есть состав его похож на состав Филадельфия, но он стоит немножко дешевле. То есть это отличный аналог, отличнейший. И сюда же. Многие друзья сначала, знаете, взбивают по-другому. Берут, например, я даже не знаю, одни взбивают сливки сразу же с сахарной пудрой. И все окей, взбивается замечательно. Другие сразу же начинают взбивать Филадельфию и по чуть-чуть добавляют, допустим, туда сливки. Я так не рискую. Ну, не рискую. Мне вот страшно, мне кажется, что сливки могут перевзбиться. И все-таки я взбиваю сначала практически до плотного состояния сливки, где там надо еще, ну, буквально еще вот эту минуту, ну, буквально там пару секунд, секунд 30, минута максимум. И вот я вот эту минуту лучше взобью вместе уже с крем-чизом. Кстати, маскарпоне, я заметила, быстрее взбивается, но я сегодня хочу именно кислинку, вот этот крем-чиз. Итак, друзья, крем-чиз со сливками взбиваю не больше 2 минут. Ну, 2 минуты это потолок. Я прям начинаю вот про себя считать. Минута точно, а дальше даже по 15 секунд я считаю, останавливаюсь и смотрю на консистенцию. Так что если вы только начинаете взбивать, и вам это все непонятно, поэтому общее не больше 2 минут, а в идеале лучше засекайте. Только крем загустеет, останавливайтесь, иначе поплывет. Вот смотрите, 15 секунд, но он жидкий. Это еще не взбился. Взбиваю еще секунд 30. Все, друзья, я не буду рисковать. Вот такая консистенция, довольно плотная. И я начинаю собирать торт. Наношу немножечко крема для стабильности на дно. И у меня один корж поломался. Но это ничего страшного, я сейчас вам покажу. Не буду вас обманывать. Вот посмотрите. Кстати, и вариант показать вам его в разломе. Потрясающий торт. Мы сейчас его аккуратненько. Будет мне наука.
не баловаться с коржами, красным бархатом, а все делать очень хорошо и аккуратно. Одеваю кольцо. Здесь я не балуюсь. Кольцо так, знаете, плотновастенько должно прижаться. И наношу крем. Крем я делю на две части. Почему? Потому что на верхний слой у меня будет ганаш. Это торт на заказ, поэтому здесь все серьезно и хорошо. В прошлых видео, кстати, я делала к этому торту пряники. Кому интересно, я оставлю внизу ссылку под видео. Заходите, смотрите, может быть, вам пригодится. Визуально я так, вот так я всегда, знаете, как я делаю, так лопаточкой, пунь, поделила, и примерно эту половину я выкладываю. Не пропитываю тортик. Кстати, я один раз, знаете, переживала, вот, что тортик не пропитанный туда-сюда, но я вам хочу сказать, я один тоже крем делала, где торт, то есть, где тоже такие влажные получились коржи, и вот оно, когда настоялось, это было супер, он настолько был влажный, там ничего не нужно было вообще пропитывать. Так что, друзья, смотрите, кто прям мокрые торты любит, конечно, пропитываем. Но поверьте, он еще как настоится с кремом, мы потом его еще обработаем ганашем, там будет все супер. Мне одна клиентка говорила, что любит, знаете, бисквиты прям мокрые, другие нет. Поэтому, если вы делаете тоже на заказ, обязательно слушайте пожелания клиента. А если для себя, тогда свои. Классическая сборка, только очень аккуратная. Если бы я готовила торт для себя, я бы оставила немножко крема для обмазки торта, а обрезки я бы использовала в виде крошки для посыпки торта. Но сегодня я буду выравнивать торт шоколадным ганашем и масляным. Поэтому досмотрите, пожалуйста, это видео до конца, будет очень интересно. Даже не так, кому интересно выравнивание торта, досмотрите это видео до конца. Накрываю верхний слой. Значит так, накрываем торт пищевой пленкой и отправляем настояться минимум на 8 часов, чтобы он хорошо, стабильно у нас был хорошим тортиком. А вы заметили, друзья, как красный бархат незаметно пробрался в наши дома и стал классикой на праздники? Дни рождения, Новый год. Раньше был Наполеон. Что у нас еще? Ну, напишите. Пинчер, Наполеон из таких вот ходовых, самых всеобщих любимчиков. И я заметила, красный бархат отлично, быстренько набирает популярность. Так, все, друзья, отправляется в холодильник. Итак, друзья, у меня прошло 8 часов. Торт я уже достала с формы. Посмотрите, как он идеально держит форму, насколько он стабильный, красивый торт. Сейчас я его буду украшать. Я вам это сейчас обязательно покажу. У меня будет два варианта ганаша. Первый шоколадный ганаш, а второй масляный ганаш. Про все эти моменты я вам расскажу. Кому интересно, оставайтесь со мной дальше, и мы быстренько с вами пройдемся по выравниванию торта. Теперь, друзья, я буду выравнивать торт. Выравнивать двумя видами ганаша. Первый ганаш у меня будет шоколад-масло. Второй ганаш это будет масляный, масло и сахарная пудра. Почему так? Потому что шоколадный ганаш, он тяжело окрашивается, он более жирный. И, допустим, я когда добавляла в него краситель, я долго мучилась, чтобы вывести вот этот вот красивый, прекрасный, необходимый заказчику цвет. А если делать взбитое масло с сахарной пудрой, конечно, он получается уже белоснежным, и с ним легче работать, я так заметила, легче окрашивается. Но для более стабильности, это лично я так делаю. Вы делаете, как вам удобно. Вот, для стабильности, для фиксации, чтобы все крошки, все между собой, они скрепились, сначала делаю такой ганаш. Дальше, это очень важно, как его делать.
сделать? Сначала я делала таким способом, топила шоколад, топила масло. Иногда топила масло, добавляла в шоколад, перемешивала. Но здесь была одна проблема. Какая? Бывало так, что масло отскакивало от шоколада. И когда не было у меня опыта, я, получается, несколько раз очень большие массы вот эти продуктов я выбрасывала. И, наконец-то, когда я начала искать, бородить просторы интернета, я, наконец-то, нашла ответ. Если у вас такое будет, это очень важно, друзья, особенно для тех, кто сталкивался с такой проблемой. Если вы соедините горячее масло, шоколад или вместе их растопите, и он как вроде бы свернулся, есть шанс, вы просто, я вот брала 5 минут на большой скорость, даже 6-7 минут я взбивала миксером, и масса объединялась. Но многие делают, знаете, просто ставят в холодильник на полчаса, на час, потом взбивают. Ну, поверьте, 7 минут быстрее, чем полчаса или час в холодильнике. Дальше. И эта система работает только если в том случае, если сам шоколад не свернулся. Потому что у меня и такое было. В таком случае все испорчено. Все, шоколад комком сворачивается, ничего не выйдет. Но я это уже понимала, продолжала взбивать. Нет, ерунда, я выбросила. Вот, как сделаю я? Советую вам, делюсь с вами своим уже опытом наработанным. Я масло отдельно сейчас. То есть масло с шоколадом у меня пропорции 1 к 2. Здесь у меня 150 грамм масла хорошего, высокой жирности, плотности и 300 грамм шоколада. С белым еще больше надо быть осторожным, чтобы он не свернулся. То есть как я делаю? Беру миксер, вот мой миксер, и буду взбивать 5 минут. Масло должно быть хорошей комнатной температуры. Если оно твердоватое, буквально там полминуты, минуту отправьте его в микроволновую печь на минимальную. Все, я засекаю 5 минут и взбиваю до плотного, красивого, как всегда мы знаем, как взбивается масло, состояния. Во-первых, такой ганаш, как я делаю, он намного мягче и приятнее. Ну все, я начинаю. Я не включила миксер. Технические неполадки, миксер включен, поехали. Все, масло у меня взбилось, красиво побелело, оно стало более воздушным. Теперь я шоколад ставлю в микроволновую печь, разогреваться короткими импульсами, по 30 секунд достаю, перемешиваю, опять в микроволновую печь. Так, смотрите, друзья, с белым шоколадом надо быть очень осторожными. Этот шоколад легче может свернуться, поэтому вот здесь есть небольшие кусочки, которые еще не дорасплавились. Я их просто вот так вот ложечкой хорошенечко перемешиваю. Лучше от греха подальше заниматься вот так вот. И сейчас буквально минутка, и оно все хорошо растает, дорастает. Разница температур всегда пугает. Может опять масло свернуться, есть такой риск. Поэтому какой вариант я нашла для себя и делюсь им с вами. Вот смотрите, просто вот когда я еще перемешивала этот шоколад, он стал еще немножко остыл, он стал более такой вообще комнатной температуры. Но сразу не спешим, не смешиваем. А что я делаю? Беру 1 чайную ложечку, вот так вот, и добавляю ее в маслечко мое взбитое. Не хочет. Тогда вот так сделаем. Оп. Чуть-чуть. Не это самое, без фанатизма, не спешим. И аккуратненько знакомим масло с шоколадом. Кстати, такой вариант. Еще большой плюс у него в том, что этот ганаш, вот как приготовили, его сразу можно употреблять, сразу им выравнивать торт. Если бы я все это топила, смешивала, взбивала, вдруг бы там что-то отстало, мне пришлось бы потом еще какое-то время, там полчаса в холодильнике, чтобы он застывал, приобретал необходимую структуру, чтобы можно его было нанести на торт. Здесь же этого нету. Далее, по 1 чайной ложечке я добавляю шоколад.
Можно даже уже тут обнаглеть, осмелеть и сделаем, допустим, 2 ложечки. И сразу же перемешиваю. Как мы понимаем, шоколад и масло практически должны быть одной температуры. Так, вроде бы все хорошо. Продолжаем. Пусть это кажется сразу не сильно быстрый процесс, но поверьте, морока потом со взбиванием отскочившего масла намного больше. Да и такой крем намного приятнее со взбитым маслом. Его уже ничего не взбивать, ничего не надо. Сейчас я просто его сейчас довымешаю и будем выравнивать торт. Все, ганаш готов. Я его не окрашиваю, потому что это будет черновая обмазка. Смысла нету в этом. Сразу приготовьте мастихины, чем вы будете выравнивать. Итак, начинаем. Начинайте можете с чего угодно, сверху, снизу, сбоку. Где ваша душа приглянулась, но наносим тоже, старайтесь быстрыми мазками, потому что большой плюс этого ганаша в том, что ему не нужно там, знаете, полдня, 2 часа в холодильнике застывать. Он очень быстро, он стабильный, он очень быстро застывает, благодаря большому количеству шоколада. Значит так, это просто черновая обмазочка у нас. Тортик не сильно кривой, он практически ровный. Так, и теперь я шпателем ровненько так стараюсь, прохожу. В общем, наша сейчас цель просто собрать все вот эти вот крошки бисквита, чтобы они нам не мешали при чистовой обмазке. Когда у меня не было сильного опыта, я больше ложила сюда ганаша, я переживала, какие-то не сильно ровные торты были. С опытом, со временем у вас просто, вы уже будете более-менее так распределять количество ганаша, чтобы людям тоже вот этот жирного меньше кушать, а кушать лучше, конечно, вкуснее серединку. И вот так вот шпателем я прохожусь быстренько на бока торта. И тоже вот сейчас так просто буду выравнивать. Быстро. Поскольку он быстренько застывает, поэтому я сейчас чуть-чуть пройдусь и выровняю сразу же. Так, первое выравнивание я закончила. Ставлю в холодильник. Чтобы вас не обмануть, это примерно не больше часа. Минут 30-40 и буду продолжать со вторым выравниванием. Остатки крема ганаша первого, который у меня, вам советую, его можно заморозить и примерно месяц, от недели до месяца, он прекрасно хранится в морозилке. Пока стабилизируется первый ганаш, я буду взбивать масло 200 грамм, также 5 минут. Я здесь переборщила микроволновой печи, немножко его подтопила, но ничего страшного. Сейчас я его взобью и все будет окей. Посмотрите, друзья, как хорошо сбилось масло. Теперь добавляю сахарную пудру к маслу. Соотношение масла и сахарной пудры 1 к 2, где 1 это масло, 2 сахарная пудра. Соответственно, если у меня 200 грамм масла, тогда сахарной пудры 400 грамм. Пудру просеиваю через ситечко. И также все перемешаю миксером. И хорошенько перемешиваю миксером на небольших оборотах, чтобы пудра не разлетелась по всему столу. Я вот так немножечко миксером прохожусь, чтобы соединить масло с пудрой. Белоснежный крем, его очень удобно закрашивать на маленьких оборотах.
Все, друзья, я окрасила ганаш в необходимый мне цвет. Ну, не знаю, такой голубо-бирюзовый. Все, пока я занималась этим ганашем, этим маслом. Кстати, рецепта здесь много. Я просто немножко отложила, вот я вам покажу. Что делаем с таким маслом? Или же мы используем его, кстати, масляный крем, немножко добавить 2 столовые ложки молока, перемешать миксером. Отличный, кто любит масляные кремы. Дальше, если же вы не планируете использовать дальше, вы также можете его завернуть плотно в пакет. Вы можете завернуть его в пакет и отправить в морозильную камеру. Хранится такой ганаш тоже от недели до месяца. Спокойно, можно его просто потом разморозить, оставить при комнатной температуре, перемешать миксером и использовать дальше. Со вторым выравниванием нам придется немножко больше заморочиться, так как это будет уже чистовое выравнивание. И здесь нужно будет уже все огрехи, все детали выравнивать, выравнивать и выравнивать, пока вы сами не будете довольны результатом. Вооружаемся мастихином, шпателем, всем чем угодно, чем вы занимаетесь, над чем вы работаете. И вперед! Работаем быстро. Кстати, такой масляный ганаш, если он уже застывает на торте, он оставляет следы. И когда выравниваете, проходитесь по ним шпателем, советую, я просто шпатель нагреваю на огне. Если у вас, допустим, не знаю, электронная плита и поверхность, тогда можно очень горячей водой. Под горячую воду быстренько вытерли салфеткой и опять бегом выравниваем. То есть здесь я уже работаю, стараюсь быстро. Сейчас я максимально вверх хочу пройти. Конечно, тут будет еще, знаете, сколько раз проходиться. Скоро я поставлю видео на быструю съемку или монтаж, но я вам хоть немножко покажу. И вот так вот довыравниваю где-то что-то, где выступают бока, некрасивости какие-то. Когда более-менее буду верхом торта я удовлетворена, я перехожу к бокам торта. Далее бокам. Вообще, чем ровнее сам торт у нас с вами получается, тем легче его, конечно же, выравнивать. Если у вас получается, что торт где-то выше, где-то ниже, и эти огрехи прям видно, тогда, когда вы после первого выравнивания поставьте в холодильник, дальше следующим слоем где-то нанесите недостающее, чтобы сделать его более ровным. Так можно в несколько слоев. Ну что, друзья, давайте посмотрим, какой торт у нас получился. Сверху прекрасный детский сюрприз, детский праздник, а внутри красный бархат. Надеюсь, видео вам понравилось. Если у вас есть вопросы, пишите в комментариях. А я вас всех целую и люблю. До новых встреч!